Всем привет, дорогие друзья! Мы начинаем публикацию новой, сверхинтереснейшей темы об энергетике вечности. Речь идет о величайшей силе, посредством которой создаются исторические эпохи, возникают и разрушаются цивилизации. Ради манипулирования силой времени древние языческие царства строили гигантские пирамиды. Все это делалось для того, чтобы искусственным образом, посредством мистических технологий, подняться выше линии пятого дня. Чтобы получить власть над временем, нужно подняться на высоту Сиона, в область целостной энергетики. Сделать это можно двумя способами. Естественным, через соблюдение заповедей Бога, и противоестественным, через технологии, посредством вероломного обхода божественных законов бытия. В обоих случаях энергия времени оказывается подчиненной человеку. И только после этого правящая элита получает в свои руки то, что называется властью. Природой власти является вовсе не власть над народом, как таковым, а власть над временем. Народ же подчиняется не правящей элите, а историческому проекту. Данные проекты и создает, собственно, жреческое сословие, входящее в правящую элиту. Создаются эти проекты посредством различных манипуляций с потоками времени. Что касается современных выборов, то это, естественно, все полнейшая чепуха. Обыкновенное политическое шоу, не оказывающее никакого влияния на историческую эпоху. Власть как в нашей стране, так и во всем мире уже давно остается масонской. Иудеи несколько веков подготавливали проект антихристианской исторической эпохи. Полностью он был запущен 100 лет назад после ритуального убийства царской семьи. С тех пор весь мир погрузился в эпоху Красного Дракона. И до сих пор никто и ничего сделать с этим не может. Чтобы перезагрузить Вселенную, чтобы вернуть ее на христианский путь, нужно подняться на Сион и загрузить в поток бытия, соответственно, христианский исторический проект. На Сион мы взошли. Осталось восстановить христианский проект во всей его изначальной чистоте. Вот тогда власть над временем вернется к православному народу, и историческая эпоха станет христианской. А вместе с этим к церкви, естественно, вернется власть над всем миром. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть. Жезл железный – это духовная вертикаль. Это энергия вечности, которая подчиняет себе энергию времени, то есть силу исторической эпохи. Ну а так как человечество привязано к исторической эпохе, то в конечном итоге весь мир подчиняется церкви. Вот такая вот система. Еще немного, еще чуть-чуть, и у нас в руках будет чистое христианское учение, в котором слова соединены с силой Бога. И тогда Господь запустит новый исторический сценарий. Начнутся очень интересные события. После духовного пробуждения начинаются принципиально новые исторические процессы. Просыпается великая жажда веры и стремление к познанию сокровенных тайн. Народ прикасается к настоящей духовной жизни и начинает активно карабкаться в небо.
сила всадника на коне белом выйдет наконец-то на политическую сцену и начнется смена исторических эпох. Относительно данной энергетики и будет выстраиваться вся дальнейшая мировая политика. Так что у мистера Путина кое-что имеется на будущее, за пазухой, так сказать. Правда, что он с этим собирается делать, пока неизвестно. Ну а конкретно сейчас данный выпуск мы посвятим краткому обзору темы об энергетике вечности. Эта информация относится также к догмату о богочеловеческом царстве Пресвятой Троицы. Однако нам придется также затронуть некоторые оккультные моменты. Поэтому, чтобы не ограничивать себя какими-то формальными рамками, мы для вечности создадим отдельный раздел. Цель проекта Бога – построение небесного Иерусалима. Что это такое, можно прочитать в последних главах Апокалипсиса. Данная конструкция создается посредством энергии вечности. Поэтому, чтобы запустить на Земле новую историческую эпоху, нам нужно хорошенько разобраться в устройстве Небесного Царства. В этом и заключается главная миссия нашего собора. Итак, что такое энергия вечности? Энергия вечности – это живая сила божественного разума, посредством которой творение приводится из небытия в бытие. Энергия вечности также это сущность Богочеловека Иисуса Христа. Соответственно, евхаристические кровь и плоть Спасителя, к которым мы причащаемся, все это является святой силой вечности. Вывести мир из морозильника нового мирового порядка можно только силой Бога. Право владения данной мощью Господь передал человеку, отдал своей новозаветной церкви. Однако для осуществления священнодействия нужно понимать, о чем идет речь. Нужно понимать природу священнодействия. В Откровении Иоанна Богослова сила вечности описывается следующими словами. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Вот именно такое кристально ясное представление мы должны получить об энергии вечности. Вслед за богословием масоны фальсифицировали всю научную картину мира. Особенно досталась история. Поэтому восстановить истину как о прошлом, так и о будущем можно только через восстановление настоящего христианского богословия. Здесь находится ключ ко всем историческим загадкам. Сейчас появилось множество научно-популярных фильмов о Великой Тартарии, о новой хронологии, об Атлантиде и Гиперборее. Они в чем-то дают ответы, а в чем-то запутывают еще больше. И в целом ситуация такая складывается, что никто толком не может сказать, а как же все было на самом деле. Мы будем идти своим путем, мы будем придерживаться особого метода. Мы не будем опровергать или поддерживать какую-либо из многочисленных исторических гипотез. Мы покажем саму историческую кухню, покажем, как вообще готовится история. Мы поставим себя на место операторов истории. Эти операторы могут быть или языческими жрецами, или христианскими святителями.
пророками или апостолами. Ну а в конечном итоге мы взглянем на всю историю с точки зрения Бога. Исторические события подчинены времени. Время подчинено вечности. Вечность – это Евхаристия. Поэтому, если знать природу вечной Евхаристии, то мы получаем ключ к логике всех исторических эпох. Для понимания природы энергии вечности применим слово «трафик». Оно обозначает объем движения, проходящий через данный узел за единицу времени. Трафик может быть дорожным, показывающим, сколько транспорта проходит через блокпост, допустим, или же сетевым. Тогда он показывает объем информации, проходящей через компьютер. Энергия Евхаристии также имеет свой специфический трафик. Его особенность заключается в том, что за каждое мгновение энергия вечности несет в себе как бы информацию о жизни всего бытия. И о прошлом, и о настоящем, и о будущем. О жизни каждого человека, о живущих ныне, об усопших и о еще не родившихся. О начале бытия, о конце света, о страшном суде, о мире будущего века. Короче говоря, абсолютно обо всем. Носителями информации о всем бытии являются архангелы и святые. Если собрать сведения о всем творении в одно целое, то у нас, собственно, и получится само творение как таковое. Творение, сотканное из ангельских сил и собора святого народа. То есть в результате получится та самая кубическая конструкция, что описано в последних главах Апокалипсиса. Таким образом, форматом евхаристического трафика является 12-мерный небесный Иерусалим. Другими словами, средством коммуникации в системе Христовой Церкви является 12-мерный язык вечности. Данный язык одновременно является и Христовым разумом. Именно об этом говорится в 12 главе Апокалипсиса. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд». Жена – это новозаветная церковь, она облечена в благодать солнечного Христа и владеет 12-мерным Христовым разумом, то есть владеет энергией вечности. Вот какие необыкновенные вещи нам нужно будет вместить за новый цикл. 12-мерный храм вечности строится посредством познания. Нам предстоит вслед за Творцом пройти все этапы сотворения Царства Вечности. Мы рассмотрим, в каком состоянии находится Свято-Троическая сила Вечности до возникновения творения. Далее посмотрим, что с ней происходит при первом благословении. Одним из самых удивительных моментов будет процесс животворения тетраморфов. Это самые необыкновенные существа. Потом мы создадим Адама, разделим его на две соборных святотроических ипостасия. Далее проследим за допотопными цивилизациями, построим Атлантиду с Гипербореей, а потом откроем небесные хляби и словно ластиком сотрем с лица земли данную забракованную версию развития мира. Ной, Вавилонское столпотворение, Авраам, Ветхий Завет.
Все эти и прочие события мы будем воссоздавать посредством энергии вечности. Мы будем не просто описывать события библейской истории, а показывать логику их построения. Покажем суть взаимоотношений древних славян с ветхозаветным иудейским народом. Откроем эту тайну. И, соответственно, покажем отношения новозаветных славян с утратившими благодать иудеями. Сердца отцов нужно будет обратить к детям, а сердца детей вернуть к отцам. После этого 12 ветхозаветных колен соединим с 12 новозаветными соборными ипостасями. В конечном итоге весь проект Бога нам нужно будет собрать в формате 12-мерной вечности. Так, чтобы у нас получился точно такой же небесный Иерусалим, что описан в Апокалипсисе. И вот тогда мы соберем 12-ипостасного Богочеловека. И тогда можно будет считать, что мы сдали экзамен на поступление в школу царей, идущих от восхода солнечного.